Тема сегодняшней лекции — кватернионные уравнения слабого гравитационного поля. План лекции будет следующий. Вначале я расскажу вам о концепции гравитационного заряда, затем мы обсудим кватернионное волновое уравнение для гравитационного поля и следующие из него уравнения волновые для потенциалов и напряженности полей, а также уравнения Максвелла. Затем мы обсудим волновое уравнение первого порядка, кратко. И, наконец, обсудим идею совместного описания гравитационного и электромагнитного полей. Итак, слабое гравитационное поле. Слабое гравитационное поле означает, что возмущения метрики вблизи плоского пространства времени Минковского малы. В этом случае уравнение Эйнштейна сводится к волновым уравнениям для потенциалов скалярного и векторного гравитационного поля. В правых частях этого уравнения стоят объемная плотность вещества и объемная плотность потока вещества. Эти уравнения очень похожи на волновые уравнения в электродинамике, однако есть некоторые отличия. В правых частях стоят источники, здесь со знаком минус, во-первых, а во-вторых, в правых частях фигурирует так называемое гравитационное постоянное. Вот для того, чтобы привести эти уравнения к виду, аналогичному уравнениям волновым в электродинамике, мы, значит, попробуем ввести понятие гравитационного заряда. Кроме того, это поможет вот в какой ситуации. Обычно есть много инсинуаций и спекуляций от- на тему, что есть гравитационная и инерционная масса. Гравитационный заряд помогает в этом случае навести тоже некоторый порядок. Давайте мы рассмотрим э, уравнение Кулона, закон Кулона для взаимодействия двух точечных электрических зарядов. Сила взаимодействия этих двух зарядов пропорциональна произведению этих зарядов на квадрат расстояния между ними. Или в векторном виде этот закон записывается в следующей форме, где R1, 2 – это вектор расстояния между первым и вторым зарядом. Аналогичный вид имеет и уравнение для гравитационного взаимодействия. Сила гравитационного взаимодействия пропорциональна произведению масс, но в этом выражении, значит, есть гравитационное постоянное. Если мы введем понятие гравитационного заряда, вот такое, как корень из гравитационной постоянной умноженной на массу, тогда эта сила взаимодействия перепишется в виде аналогичном закону взаимодействия Кулона. А именно, сила взаимодействия гравитационных зарядов равна произведению этих зарядов на квадрат расстояния между ними. Ну или в векторном виде здесь стоит куб, а здесь стоит вектор, соединяющий первый и второй заряды. Если мы перенормируем наши потенциалы, скалярные и векторные, тогда волновые уравнения для этих потенциалов гравитационных будут переписаны в следующем виде, очень близком к той форме, которая имеет такие же уравнения в электродинамике. Однако в правых частях этих уравнений по-прежнему сохраняется знак минус. Таким образом, используя аналогию с электродинамикой, мы можем сразу написать универсальное сидионное волновое уравнение для гравитационного поля. Вот здесь оно записано. Значит, здесь стоят потенциал гравитационного поля, а здесь стоят, значит, объемная плотность гравитационного заряда и объемная плотность гравитационного тока. Если мы перемножим операторы в левой части этого уравнения, а потом разделим пространственно-временные и скалярно-векторные части, то мы получим два вот таких уравнения волновых, которые, значит, нам уже известны. Далее, если мы в этом уравнении подействуем оператором пространственно-временного градиента на сидион потенциалов и введем поля гравитоэлектрическое поле и гравитомагнитное поле и воспользуемся условием калибровки Лоренца, то действие этого оператора равно вот такому сидиону будет, где здесь стоит напряженность гравитоэлектрического поля и напряженность гравитомагнитного поля. Вот такая возможность описания гравитационного поля с помощью двух векторных полей, гравитоэлектрического и гравитомагнитного, составляет суть концепции гравитоэлектромагнетизма, о которой вы можете
больше узнать, например, в Википедии. Итак, действия этих операторов сводятся вот к такому CDO. Если мы его поставим в исходное уравнение, то мы получим вот такое модифицированное уравнение. Если мы на это уравнение подействуем оператором пространственно-временного градиента слева на левую часть и на правую, потом перемножим операторы в левой части и разделим скалярные, векторные, пространственно-временные части различные, то мы получим уравнения волновые для напряженностей гравитоэлектрического поля и гравитомагнитного поля. Они тоже аналогичны уравнениям, которые получаются в электродинамике. Далее, если же мы в этом уравнении просто подействуем оператором на наш CDO напряженностей гравитационного поля, а потом разделим наши скалярные векторные части и части с различными пространственно-временными свойствами, то мы получим систему вот таких уравнений, аналогичных системе уравнений Максвелла. Отличие заключается в том, что знаки источников здесь противоположны. Таким образом, значит, пространственно-временная алгебра позволяет нам написать универсальное кватернионное или сидионное уравнение для гравитационного поля, из которого следует как волновые уравнения для потенциалов поля, также волновые уравнения для напряженностей гравитационного поля, а также систему уравнений Максвелла, так же, как в электродинамике. Более того, так же, как используя аналогию с электродинамикой, мы можем сказать, что волновое уравнение для гравитационного поля в вакууме, вот такое, имеет целый класс решений специальных, которые удовлетворяют уравнению первого порядка. Действительно, если наши потенциалы скалярные и векторные удовлетворяют уравнению первого порядка, то они автоматически удовлетворяют уравнению второго порядка. Как известно из прошлой лекции, это означает, что волна, описываемая уравнением первого порядка, и в этой волне напряженности гравитоэлектрического и гравитомагнитного полей равны нулю. Все свойства этого уравнения и решения его точно такие же, как в электродинамике. Я подробно останавливаться не буду на этом, поскольку все это мы подробно обсуждали в предыдущей лекции. Теперь некоторые идеи о совместном описании электромагнитного и гравитационного полей. Если вы подумаете, то гравитационное и электрическое магнитные поля очень сильно связаны друг с другом. Действительно, все заряды обладают и массой. И поэтому, если два заряда взаимодействуют посредством электрического поля, то они взаимодействуют и гравитационным образом, они притягиваются. Если у вас есть электрический ток, то он сопровождается током вещества, то есть масса переносится, и поэтому возникает гравитомагнитное поле. Вот эти два поля, гравитационное и электромагнитное, очень похожи, поэтому есть желание и возможность, так сказать, сделать совместное описание этих полей. Если использовать пространственно-временную алгебру, тогда универсальное уравнение, описывающее электромагнитное и гравитационное поле, может быть представлено в следующем виде. Здесь стоят операторы пространственно-временного градиента, а потенциалы представляют себя такую сложную сумму. Здесь стоит потенциал электрического поля, а здесь электромагнитного поля, а здесь стоит потенциал гравитационного поля. И они входят в это уравнение умноженными на мнимую единицу. Точно так же и источники в правой части. Есть источники электромагнитного поля и есть источник гравитационного поля. Они тоже входят с умноженными на мнимую единицу. Ну, некоторые решения этих уравнений, некоторые выкладки, связанные с совместным описанием электромагнитных и гравитационных полей, можно найти в нашей книге, которая вот здесь приведена. Таким образом, в заключение. Слабое гравитационное поле описывается уравнениями, аналогичными уравнениям для электромагнитного поля. Это концепция так называемого гравиэлектромагнетизма. Пространственно-временная алгебра позволяет написать универсальное сидионное волновое уравнение, из которого следуют как волновые уравнения для потенциалов и напряженности гравитационного поля, так и система уравнений, аналогичной системе уравнений Максвелла в электродинамике. По традиции, в заключение рекомендую вам нашу книгу «Пространственно-временные сидионы и их применение в relativistic квантовой механике и теории поля».
Ссылка на эту книгу приведена вот здесь внизу, а также в закрепленном комментарии. Если у вас возникают вопросы или желание обсудить что-то, можно написать мне, используя вот этот электронный адрес. Благодарю за внимание.